Жил-был пес. Пес как пес. Обычная дворняга. Лохматый и с открытым сердцем. Жил он вместе со своими хозяевами в небольшой, но уютной деревеньке. У него была своя будка и миска, а также двор, который Лохматый, а так звали нашего пса, считал своей территорией и старательно охранял его от незваных гостей. То кот соседский повадился на цыплят хозяйских охоты устраивать, то сосед, нечистый на руку, решит поживиться за чужой счет. Всех прогонит Лохматый со своего двора, никого не пропустит. А как он любил играться с хозяйским сыном, как только тот выйдет из дома, у Лохматого аж глаза сразу блестеть начинают. Он и палочку ему принесет, и мячик свой резиновый. Ничего не жалко псу для маленького хозяина. А мальчишка и рад, смеется заливисто, глядя, как Лохматый по двору за мячом прыгает, как старается побыстрее палочку ему брошенную принести. А если тот еще и по голове собаку погладит, то радости и счастья Лохматого и предела нет. Готов он сердце свое собачье вынуть и отдать, только все ради хозяев своих любимых. Но время шло, и как-то случилось так, что Андрейке, хозяйскому сыну, подарили на день рождения шикарного щенка Чихуахуа. Ох и красивый он был, глазки как бусинки и лает так заливисто. Говорят, что даже настоящий паспорт у него есть. Все хотели понянчиться с новым питомцем, передавая его из рук в руки, а на Лохматого совсем внимания и не обращали. Он тоже радовался вместе со всеми, путаясь под ногами пришедших поздравить мальчика, радостно вывалив язык и разглядывая веселые лица собравшихся. Но тут вдруг хозяин резко отпнул Лохматого в сторону. «Уйди отсюда, не мешай», — рявкнул на пса, и тот, опустив голову, поковылял к своей будке. Нет, он совсем не обиделся на хозяина. Он по-прежнему смотрел на людей и улыбался своей собачьей улыбкой, надеясь, что вот-вот кто-нибудь к нему наконец подойдет и захочет и с ним поиграть. Но в этот вечер надежды его не оправдались. Теперь с Лохматым почти никто уже и не играл. Маленький хозяин занят со своим новым породистым другом, не подпуская Лохматого близко, опасаясь, что он может укусить миниатюрного чихуахуа. Глаза Лохматого по-прежнему каждый раз начинали светиться радостью и нетерпением, когда Андрейка выходил во двор. Вот-вот он со мной поиграет, вот-вот он меня погладит, каждый раз надеялся дворняга. Но Андрейка больше не хотел его гладить, да и внимания то практически не обращал. Один раз только отшвырнул подальше палку, принесенную ему псом, и ушел в дом со своим новым другом, не дождавшись, пока Лохматый вернется к нему. А потом случилось совсем плохое. Хозяева подогнали огромный грузовик и начали таскать в него свои вещи. Сначала пес подумал, что это такая новая игра. Он начал ластиться к носившим вещи людям, подпрыгивая и стараясь всунуть им свой мячик. Но хозяин тогда схватил его за шейник, отвел к столбу и посадил на цепь. «Посиди-ка пока тут», — сухо сказал он. Почти целый день просидел Лохматый на цепи, наблюдая, как хозяева перетаскивают свои вещи в этот грузовик, загрузив его до самого верха. Грузовик взревел мотором и, выпустив облачко синего дыма, отъехал от дома, вальяжно раскачиваясь по сельским ухабам. Хозяин отцепил Лохматого, потрепав его за ушами. «Ну прощай, друг», — сказал он, обращаясь к собаке. Пес приветливо закрутил хвостом, его глаза по-прежнему пылали любовью к этим людям. «Так что значит все-таки уезжаете?» — спросил у хозяина подошедший сосед. Хозяин молча кивнул головой. «В город? Насовсем?» — продолжал свои расспросы сосед. «Ну да», — подтвердил хозяин, — «мы и квартиру уже купили, и сына в школу записали». «Хорошо, хорошо», — как бы задумавшись, произнес сосед. «А он как же?» — рукой он указал на Лохматого. Хозяин поглядел на приветливого пса, и от этого взгляда у Лохматого почему-то вдруг защемило сердце. Потом он молча махнул рукой и сел в свой автомобиль, нажав на педаль газа, двинулся с места. Кажется, пес разумом своим понял, что сейчас произошло, но сердце его отказывалось это принимать. Он бежал за хозяйским автомобилем, звонко лая, напоминая о себе. Но они почему-то не останавливались, а наоборот только набирали скорость. Пес бежал до тех пор, пока лапы его не сбились в кровь, а сердце уже готово было выпрыгнуть из пасти. Он упал, не в силах уже бежать за хозяйской машиной.
Подняв морду и тяжело дыша, Лохматый еще долго наблюдал, как те, кого он любил больше самой жизни, постепенно становятся все дальше и дальше от него. Вскоре пошли дожди. Лохматый подолгу лежал в своей будке, положив морду на вытянутые лапы, наблюдая, как пузырятся лужи. Лохматый теперь сильно похудел, а шерсть его скаталась во многих местах, напоминая старый облезлый валенок. Но пес по-прежнему нес свою службу, охраняя ставший никому не нужным двор. Дни для него стали серыми и однообразными. Никто больше не выносил ему миску вкусной еды и не трепал его за ухом. Лохматый, как и этот старый дом с пустыми глазницами окон, стал никому не нужен. И только однажды сердце собаки вспыхнуло искрой радости и надежды, когда к их дому подъехал автомобиль. Неужели вернулись? Пес радостно завилял хвостом, но нет. Просто кто-то ошибся, подъехав не по тому адресу. Полетели белые мухи, а пес по-прежнему нес свою вахту, как забытый солдат. Иногда его подкармливали соседи, иногда ему удавалось поймать суслика или воробья. Но случалось это крайне редко. Так что Лохматый уже привык к терзающему его чувству голода, от которого сводило живот и хотелось выть. В эту ночь беспокойный сон собаки прервали какие-то шорохи. Насторожившись, он понял, что во двор наведались какие-то чужаки. В заливе Столая Лохматый бесстрашно кинулся в темноту, готовый дать отпор любому пришельцу. А пришельцев, как оказалось, было двое. Местные забулдыги решили пошарить в брошенном доме, чтобы раздобыть себе на опохмел. Лохматый яростно кинулся на них, вцепившись в штанину незваного гостя. «Ой!» – заорал тот, «он мне ногу прокусил». «Бей его, бей!» – старался он освободиться от хватки собаки. И в этот момент на спину Лохматого обрушился страшной силы удар. Шерсть сломалась пополам, а спину животного, в глазах его потемнело, но он не отступил. Он еще яростнее дернул за штанину, повалив пришлого на земь. Но за этим ударом последовал еще один и еще. Лохматый почувствовал в пасти вкус собственной крови. Тот второй продолжал с силой вколачивать удары дубиной по спине и голове животного. Наконец он разжал зубы, позволив жертве выскользнуть из его пасти. «Бешеный он, бешеный!» – завопил покусанный воришка. Соскочив на ноги и, несмотря на рану на ноге, резво поскакал к выходу. Его подельник, глядя на друга, тоже откинул свою дубину в сторону и побежал вслед за ним. Лохматый, подгоняемый адреналином, полученным в схватке, тоже выскочил за ними на улицу, но силы быстро оставляли избитого пса. С каждым шагом в глазах его становилось темнее и темнее, а в пасти все сильнее ощущался запах крови. Наконец, перед глазами собаки стало совсем темно, и его лохматое тело рухнуло на застывшую землю. Матрена Ивановна по привычке вставала очень рано. Давно уж была она на пенсии, но хозяйство кое-какое все еще держала. А в деревне иначе никак. Козочка своя, да поросеночек всегда должны быть. Совсем одна она осталась с тех пор, как помер ее Коленька. Уж 5 лет прошло, и с тех пор никто из детей так и не навестил старушку. Петенька-старший, большим человеком стал. В самой столице видный пост занимает. Некогда ему. А Аллочка, доченька, и вовсе за границу жить уехала, выйдя замуж за какого-то немца. Куда ей ехать в такую-то даль? Так оправдывала своих детей старушка. И вот теперь не спалось ей всю ночь. Слышала, собаки рвали на кого-то. Потом скулил кто-то жалостно. Вышла старушка козе своей корма задать. Глядь, а возле ее самых ворот дворняга лежит, никак сдохла. Подошла Матрена, и сердце ее сжалось. Так ведь это Лохматый. Узнала она соседского пса. Вот люди уехали, не пожалели животину, бросили на смерть голодную. Глаза старушки заблестели слезами. С возрастом слезы близко становятся. Пес лежал с открытыми глазами и еле дышал, выпуская пары с пасти. Матрена Ивановна сходила в дом и, найдя подходящую миску, вынесла ему козьего молочка. Но собака была не в силах даже поднять голову. «Ай-яй-яй!» — покачала старушка головой, «и кто же тебя так?» — причитала она, глядывая раны собаки. «Нет, дорогой, так дело не пойдет. Надо в дом тебя, а то замерзнешь тут». Женщина сходила в дом и, найдя подходящее одеяло, вышла к Лохматому.
Он сильно похудел, от него остались практически одни кожа до кости, но все-таки старушке было трудно дотащить его волком на одеяло до крыльца. Словно понимая, чего от него хотят, собака из последних сил встала на 4 лапы и, ковыляя, забралась по ступенькам. «Вот молодец!» — радостно сказала старушка, положив руку ему на голову и почесав за ухом, как когда-то делал Андрейка. В доме у Матрёны Ивановны было тепло и сухо, а еще пахло вкусной едой. Но есть Лохматый еще толком не мог. Все его внутренности будто выворачивало от боли, как только он глотал хоть один небольшой кусочек. «Ничего, ничего», — успокаивала его Матрёна Ивановна. «Не зря же я 40 лет на ферме ветеринаром отработала, и тебя вылечим», — улыбаясь, говорила старушка, раскладывая свои давно неиспользуемые инструменты и лекарства. Лохматому было очень больно, когда Матрёна Ивановна обрабатывала его раны, но он терпел изо всех сил, лишь слегка поскуливая. Старушка за это одобрительно гладила его по голове и чесала за ушком. Несмотря на свое истощение и полученные раны, пес быстро шел на поправку. Уже через неделю он мог есть, не испытывая жутких болей. Шерсть его начала приобретать былой блеск. А в глазах нет-нет, да и снова стали мелькать искорки радости. Да и Матрёну Ивановну стало не узнать. Ее осунувшееся лицо стало чаще улыбаться, возвращая ему частички молодости. Они вместе с Лохматым выходили гулять. Он гордо шел по деревне рядом со своей новой хозяйкой, отгоняя чужих собак и настороженно глядя на незнакомых людей, не хотят ли они сделать худого. А вечерами они подолгу сидели возле печки, глядя на огонь, думая, каждый о своем. Лохматый клал свою морду на колени, спасшей его женщины, а она долго и ласково чесала его за ушком.